хочу сказать спасибо, поблагодарить, что все пришли, не сидели утром дома, воскресный день, один или там два. Ну, в общем, отдыхать хочется, спать хочется. А вы все-таки подняли жопку, приехали для того, чтобы стать лучше. Поверьте, мне как организатору всегда очень приятно, когда люди приезжают. Это, ну, значит, кому-то надо, и это очень, я вам очень благодарен. Это первое. Второе, конечно, спасибо Юрий за то, что он согласился. Юра, Юрий, наш нормально. Все нормально. Да, Юрий. Юрин стул. Юрин стул, да. Хорошо. Юр, большое спасибо, что согласился. И у меня не то чтобы такая заруба, у нас вообще откуда идея-то появилась. Володя у нас ездит в мотокроссе. Покажи, Володя. Вон он, Владимир. И когда мы ездили на тренировку, он настроил себе подвеску так, как он считает нужно. Я на этом шарике прыгать вообще не мог, потому что для меня это кажется очень жестко. Я привык к тому, что подвеска полностью сгибается. Он за то, чтобы она должна нормально работать, амортизировать. Как правильно, до конца никто не знает. Я понимаю, что в принципе это все условность. То, что Юра рассказывал на теории, это подразумевает, что есть некий рельеф. Колесо, когда держится это рельеф, это идеальная подвеска. Конечно, такого быть не может. Поэтому где-то она подскакивает, где-то она ужимается и не разжимается. Где-то какие-то средние параметры человек должен выставить. Но это когда идет речь о рельефе, и ты подстраиваешь этот мотоцикл под свою скорость. То есть ты быстро идешь, ты ее пожестче настроил, я так понимаю, Юр. Да, если я начинаю нести хуйню, не то, что ты говоришь, ты поправляй меня. Ты все правильно говоришь, прям мне очень приятно, что ты это запомнил, и что теория прошла недаром, да, все правильно. Я еще и кофе раздавал, заметь, как бы другим людям. Но суть в чем? Смотрите, когда ты едешь по рельефу, подвеска начинает отрабатывать согласно этому рельефу. Ты можешь жесткость либо мягкость раскрутить, насколько ты хороший райдер. То есть я, допустим, творожок, еду спокойно, делаю себе мягкую подвеску, и она успевает спокойно отрабатывать каждую кочечку. Я ускоряюсь, и работы подвески не хватает. Если я ставлю более жесткие параметры, она начинает работать чаще. А теперь... Возвращаться не успевает. Не успевает возвращаться, да, она не успевает возвращаться, все правильно. А теперь такой срез, когда все это идет, не знаю, по каким-то законам физики, когда появляется бревно. Ты вроде бы будешь ехать мягко, но подвеска даже точнее, будешь ехать медленно, но подвеска может прогнуться полностью. Даже под небольшой скоростью. Ты можешь задний, допустим. Да, кстати, очень важный момент. Юр, важность при переезде препятствия, важность передней подвески, твоей вилки, и заднего амортизатора. Какое соотношение ты бы поставил? Вот ты едешь в гонку, тебе говорят, у тебя есть... Я понял твой вопрос, Гена, я сразу отвечу, да. Это очень важно. Есть четкие понятия и по подвеске, и по вилка и амортизатор. Основная подвеска в мотоцикле — это амортизатор. И вот соотношение работы вилки и амортизатора — это 70% амортизатор и 30% вилка. Все мы стремимся поменять сальники у себя вилки и думаем, что это будет зашибись. Но даже если у тебя идеально отстроена вилка, это все равно 30% успеха, потому что все хранится в заднем амортизаторе. Вся работа подвески — это амортизатор. И от того, как настроен амортизатор, это основное условно поведение мотоцикла на треке. Вилка — это больше для комфорта и поддержка условно амортизатора. Поэтому, несмотря на то, что все стремятся как бы себе обслужить переднюю вилочку. Да, все забывают про амортизатор. Да, 70%. Ладно, есть прошаренные люди. Хорошо. Стало быть, сегодня рассматриваем по большей части именно амортизатор. Да, передняя вилка там очень важна, но давайте внимание на амортизатор. Наш белорусский гуру Кунцевич давал тебе упражнения в свое время, ну всем, когда ты приезжал к ним в гости. Да. Очень классная тема, когда ты препятствия, бревно очень хорошо подходит. Когда ты препятствие, не толкаешься задним колесом, а твоя задача вывесить переднее колесо и облизать задним колесом полностью весь радиус препятствия и уехать. Ты по нему не прыгаешь, ты по нему едешь. По-моему, именно только на хорошем настроенном амортизаторе заднем возможно это сделать. Но это больше упражнение было не для амортизатора или для подвески, это было больше упражнение на технику переезда препятствий, на технику управления мотоциклом, на контроль мотоцикла и на его удержание условно на заднем колесе. Тут больше не за подвеску, тут больше за технику переезда. Ну, возможно ли это сделать на плохо настроенном заднем амортизаторе? Да, это реально не принципиально. Не подвеска тут не играет Хорошо. роль. Здесь подвеска играет роль тогда, когда ты наоборот на скорости, на агрессивной манере езды, наоборот задним амортизатором стараешься агрессивно переехать препятствие и задним колесом удариться в бревно и поехать дальше
по своей траектории, не изменив ее. Это Вот там сейчас- работает амортизатор, вот там все зависит от подвески. И плюс подвеска работает только тогда, когда мы ее активно нагружаем, когда мы даем ей энергию, когда мы условно даем, не буду говорить слова неадекватные на камеру, когда мы даем большую нагрузку на подвеску, вот тогда она должна отработать. Если она этого не делает, то возникают различные моменты и нюансы. Хорошо, смотри, то есть, если ты умеешь ездить, ты, в принципе, бережешь свой амортизатор, и ты просто облизываешь это препятствие и едешь дальше. Подвеска, в принципе, сильно не участвовала. Если ты попал в проблему, и ты именно жестко ударяешься, Да. то именно здесь она должна проявить Да. себя и помочь тебе в этом. Да, она тебе должна помочь, подвеска не должна мешать ехать, она должна Отлично. помогать. Вот, честно сказать, вот это вот и есть то, к чему я хотел подвести. Да. Как она в этот момент должна работать? Допустим, я творожок, и у меня мягкая подвеска. Я врубился, полностью сложил амортизатор, как бы, и переехал дальше. Либо, допустим, как бы Володя, он едет, у него жесткая подвеска, он пнул задним колесом препятствие, и оно, естественно, в этот же момент его пытается выпулить из колеса. Мне так кажется. Где эта золотая серединка, как это смотрится? Смотрите, весь комфорт переезда препятствий райдером и настройка подвески. Здесь очень много нюансов. Во-первых, скорость проезда препятствия, владение райдером техникой переезда препятствия, владение райдером езды на мотоцикле и насколько он дружелюбен к своему мотоциклу, насколько он его знает и как работает подвеска. Здесь очень много нюансов, и мы, если закопаемся в эти тонкости, мы просто отсюда не раскопаемся. Все плохо, я иду медленно, но я поднимаю мотоцикл и жестко врубаюсь задним колесом. Просмотрим вот этот вариант. Пошло не так, и должен сработать амортизатор. Не я уже все, что мог профукать, я уже профукал. Работает только задний мортер. Да, а какой вопрос? Как он должен сработать? Он должен полностью сложиться практически до упора. Он должен остановиться, допустим, на середине, когда я просто вот, реально задним колесом Да, рубанулся все, я в понял. заднее колесо. Сейчас постараюсь рассказать, пояснить. У всей подвески есть такой параметр рабочий ход. То есть есть ход подвески. Да, мы все знаем, слышали это понятие, но никто не придает ему значения. То есть и в каждой зоне работы подвески, вы сейчас про амортизатор, да, там первая треть, вторая треть, либо третий ход работы амортизатора, он так или иначе работает и так или иначе реагирует на эти воздействия. Дальше идут настройки амортизатора. То есть, когда мы говорим вообще про подвеску и ее работу, мы оперируем такими словами, как скорость хода подвески. Это очень сложно для восприятия, но поймите, нет понятия, как сложилась подвеска или как она там отработала. Есть понятие ее скорость хода. Насколько быстро ты сложил, и насколько быстро он состояние. И вот от этой скорости хода и все пляшет. Когда даже для такого человека, как я, когда механик, я не сразу, в принципе, понял, что это такое и как с этим работать. Но когда ты это поймешь, становится немножко проще. Теперь немножко на конкретном примере. Вот ты едешь на препятствие, заезжаешь задним колесом на бревно, но с маленькой скоростью, с маленьким, условно, маленькую энергию даешь на амортизатор. Амортизатор складывается, но медленно. Естественно, он глубоко не сложится, и пружина, она же и запасает в себе энергию кинетическую, она потом норовит обратно его вернуть в исходное состояние. И вот эта обратная скорость хода вот и дает тебе, вот это тебя подкинет, тебя пульнет, тебя подобьет или нет. Это мы сейчас говорим, когда подвеска в рабочем состоянии. Когда подвеска в нерабочем состоянии и амортизатор завоздушен, либо нерабочий, он фактически никак не участвует в этом. Работает только пружина. Что происходит? Ты наезжаешь на препятствие, пружина сложилась, и потом пружину никто не притормаживает. Она просто тебя выпуливает. И получается такой момент, когда райдеры, вот часто на гонке, если видели, переезжают на бревно, вот так вот происходит. Зачастую это не только подвеска бывает виновата, это иногда бывает неправильное положение тела на мотоцикле, неправильно там где-то что-то в управлении ты допустил ошибку, и происходят вот такие моменты. Но если мы говорим за идеальную модель, то амортизатор должен под воздействием кинетическую энергию, получившуюся от колеса, поглотить и спокойно тебя комфортно отпустить. Ровно с той скоростью и с тем ожиданием, которое ты от него ожидаешь. Потому что каждый райдер, каждый свой мотоцикл, человек, все люди разные, вес, рост и все остальное. И техника вождения у всех разная. Хорошо, для тебя, вот смотри, ты бы настраивал подвеску таким образом, то что ты, допустим, прыгаешь там с метра высоты, и она полностью складывается под тобой.
с 2 метров высоты, ты понимаешь, это твой предел, и она полностью складывается, пробоя нету, как бы, да? И это, в принципе, твоя энергоемкость твоей подвески. А когда переезжая через бревно, ты бы отстраивал уже как бы возврат, как бы насколько она тебе должна отдать эту энергию, насколько плавно. Я сейчас поясню этот момент, да. Смотрите, вся подвеска завода, ну, вообще фирменных мотоциклов, да, она недаром различается для эндуро и для мотокросса. Потому что это совершенно разные стили, совершенно разные препятствия, и энергоемкость подвески в каждом случае будет разная. И не может подвеска мотокросс ехать в эндуро так же хорошо, или эндуро подвеска так же хорошо ехать в мотокроссе. Такого не бывает. Это первый момент. Второй момент. Те регулировки, которые у нас есть на вот эти крутилочки, на вилках и на амортизаторах, это всего лишь подстроечные механизмы, которые дают там 5, ну максимум 10% изменения в подвеске. Это больше настройки для райдера, для стиля езды. И даже профессиональным гонщикам и зачастую этих настроек не хватает, они там начинают уже какие-то механические изменения делать в своей подвеске. Это всего лишь подстроечные, для того, чтобы как-то подстроить. Если вы думаете, что открутив регулировку в самый конец и зажав в самое там начало, и вы там кардинально поменяете характеристику подвески, нет, этого не произойдет. Хотя на китайцах это происходит, потому что там немножко конструктивно устроена так подвеска, она сильно меняется в своей работе, ну это чисто технические моменты. Чисто технические моменты, что в своей китайской подвеске ты можешь своими руками по-настоящему сделать хреново. Да, по-настоящему сделать хреново, да, вот это правильные слова, потому что по-настоящему сделать хорошо, ну, там надо будет иметь... сложнее. Да, немножко сложнее. И еще один момент, который я хотел пояснить, подвеска никогда не настраивается на прыжки. На прыжки настраивается подвеска только в одной дисциплине, это мототриал. Когда прыгают люди, там вот и сальто, вот это все, да. В принципе, зря мы пришли, как бы настраивать настройка подвеска под прыжки и под трамплины не настраивается. Подвеска всегда настраивается под препятствия, под ходовые характеристики. Вот. А дальше, когда там уже мы говорим про трамплины и все остальное, там очень много решает приземление, техника, опять же, райдера, вот, и там чуть-чуть ты можешь что-то корректировать. Но под сами вот эти вот пробития подвески, это просто подвеска не настроена в принципе под райдера. Давай так, еще раз. Пирамида Маслоу по подвеске. Первое, основной фундамент. 70% это задний амортизатор, да, и только 30% передняя да, вилочка, что тебе что-то дает. Да. Потом, по заводу, второй бублик этой пирамиды, по заводу выставлено таким образом, то что в принципе крути не крути, ты можешь только немножко отрегулировать какие-то параметры. Изначально ее энергоемкость и отдача этой энергии заложена заводом. Да. То есть даже если ты идеально ее настроишь, ты все равно будешь колебаться. И еще от 70% получается, начинаешь работать с этими 70%, и там можешь поменять все на 5, 10, 20% максимум. Да, 5-10% ты можешь просто под себя подстроить под комфорт. Ну, теперь... Дальше третий бублик, который кладется на все это, ты не можешь настроить подвеску на препятствия. Вот ты едешь в Hard Enduro, настраивать подвеску под Enduro Park, это полная лажа. Можно подстраивать, но если с этими настройками поехать потом на какие-то другие там ходовые вещи или что, ну там будет полное... То есть разумнее рассчитывать на весь трек сразу же. Да, да, ты делаешь ее условно немножечко универсальной. На горочки, на прохваты между горочками, да, и Enduro Park в том числе. Нету такого понятия, что я настроил подвеску и она едет все препятствия прям идеально. Нет. Она какие-то препятствия будет ехать лучше, какие-то препятствия будут хуже. Мы там что-то накрутили, перестроили, вот эти препятствия она стала ехать лучше, но эти она может, кстати, ехать хуже. И это нормально. То есть мы, когда делаем настройку подвески, мы ее делаем, условно, так сказать, универсальной. Но при этом мы сами выбираем, в какую сторону нам смещать вот эти вот регулировки. Мы лучше хотим ехать в бревна техничнее, там, спокойнее и там комфортнее, а на ходовых условно секциях больше там, ну, медленнее ехать. Либо наоборот мы настраиваем подвеску на ходовые качества, а все вот эти остальные препятствия мы больше будем чуть-чуть страдать или больше работать с мотоциклом и с подвеской. Ну, лично мне ты ответил на вопрос, потому что Володя приехал ехать, привык ехать быстро. Володе нравится больше мотокросс ходовые качества, он ее зажимает, я прекрасно его понимаю, он хочет, чтобы она лучше держала траекторию во время быстрой езды, да, но во время каких-то более сложных секций ему будет сложнее. Колеса летает. Он вот когда прыгал, видел то, что заднее колесо уже бьется здесь, и он двумя колесами в воздухе улетает. То есть это как, опять же, прыжок как мотокросса, ты вылетаешь из него. Но для эндуро это, конечно, не годится. Ну, тяжеловато будет. Вероятность эндуро тоже бывает разное. Бывает это простенькая эндуро, здесь ничего сложного нету. А есть, когда у нас уже
препятствия идут больше, выше, или там они чаще идут, там уже немножко по-другому все работает. Там... Но суть в том, что все-таки при эндуропарке ты бы разжимал подвеску. Вот, допустим, если у тебя была бы возможность, там, грубо говоря, 3 рычага сделать. Да. Так, прохват, потом прохват убираешь, там, бревна, как бы, Да. потом в бревна к черту, давайте так это. Да, там, да, да, middle. да. По факту это вот так вот ты показываешь механически, так оно, это было бы идеально. Но технически и механически Когда это сделать... Рычаги? Да. Это уже сделано, это сделано уже в более профессиональных топовых подвесках, там, где применяются более сложные технологии, и там это есть. Вот. Это Хорошо. есть. Это уже немножко придумано, это уже работает. Но, к сожалению, это стоит все денег. Вот. Юр, Цена что сегодня посоветуешь для того, чтобы, допустим, мы уже поняли, что затея с тем, чтобы положить пару бревен, там, колес и попрыгать, посмотреть, как работают подвески, не совсем технически грамотно было, потому что кроме этого бревна, которое здесь лежит, ну, тут, допустим, еще целая трасса, и тебе надо отрегулировать свой мотоцикл еще под целую трассу, кроме Да. этого бревна. Но все-таки, что касается бревен, ты бы посоветовал делать более мягкую подвеску. Смотрите, что касается бревен, особенно если мы сейчас будем говорить вот это за это бревно, которое можно брать быстрым ходом и в целом. Если мы будем разным ходом брать. Разным ходом брать, да. Я разделяю условно 2 категории райдеров. Те, которые хотят препятствия брать чуть помедленнее, но более технично. И вторая категория райдеров, те, которые хотят делать это быстрее и агрессивнее. Вот здесь и 2 типа настроить подвески. Одна более комфортная, более мягенькая, вторая пожестче, поплотнее. Вот это вот 2 большие. Хорошо, Я, а теперь например, берем вот- вот это препятствие, увеличиваем в несколько раз. Как меняется вот схема, допустим? Тот, который был на мягкой подвеске, он и в принципе останется на мягкой подвеске, Да. его будет все устраивать. Но агрессор, я думаю, сольется быстрее. Ну, если таких препятствий будет несколько штук подряд, конечно, он сольется быстрее. Ему будет сложнее просто их преодолевать, потому что каждая встреча подвески с препятствием райдеру придется отрабатывать больше. Потому что на более мягкой, более покладистой подвеске подвеска будет больше проглатывать, более компенсировать и поглощать все эти удары. Райдеру комфортнее от этого. Вся наша выносливость и вся наша езда на треке — это то, сколько у нас сил осталось на преодоление следующего препятствия. Чем меньше мы сил потратим на этом препятствии, больше сил останется для преодоления другого препятствия. И если мы на этом препятствии потратили достаточно много сил, то потом нам уже на следующем препятствии нам нужно больше времени, нам нужно где-то отдохнуть, нам нужно как бы от этого складывается скорость наша на треке и общее время прохождения трека. Понял, это тебе молодой, горячий еще. Все нужно делать так, чтобы рассчитывать свои силы на весь трек. Хорошо. Ну, это если мы говорим про трек. Знаешь, такой дурацкий, наверное, вопрос, вот как в деревне после семечек. Давай, Вот нет ты- дурацких вопросов, давай. Сейчас будет. Можешь, вот он мотоцикл стоит, вот, допустим, да, ты подойдешь, задний амортизатор пошатаешь, и ты сможешь сказать, что, блин, он вот работает, и в принципе для проезда препятствий он годится. Там хотя бы, знаешь, там, ну понятно, то, что там воздуха нету, как бы нету вот этого там мячика, он работает, но как-то жестковато или не жестковато. На твой манер ты можешь это определить, или ты там, дружище, у тебя там Смотрите. все неплохо или, блин, вообще не то? Это будет немножко субъективно, потому что я буду опираться на свой собственный опыт, на опыт работы со своей подвеской, опять же на свой вес и на свой стиль езды. Я буду давать какие-то рекомендации, но они будут больше условно опираться на мой собственный опыт. Но так как вы человек другой, у вас немножко может быть другое мировоззрение. Мне Но характер как тяжелый, минимум я допустим, могу да. сказать, работает подвеска или нет, есть проблемы какие-то с подвеской или нет, и можно ли что-то с этим может подкрутить, или какие-то вот рекомендации, может, какие-то я могу дать. Как бы, вот это я смогу в этом плане помочь. Ну пойдем. Давай тогда, наверное, Вам, так и сделаем. вам этого хватит? Я думаю, да. Да. Мне Как интересно минимум, было если бы- с подвеской будут какие-то реально четкие проблемы, я это сразу могу сказать. И, Мне просто интересно, что ты сейчас потрогал мотоцикл, допустим, дал свое заключение, мы еще крутанем в одну другую сторону там. Естественно, как правило гласит подвески, крутишь что-то одно. да, ребят, Давайте очень, так, возьмем сейчас. очень важный момент. Мы, когда настраиваем подвеску, первый основополагающий вопрос или там, с чего нужно начинать, это пружины под вес райдера. Так как у нас сейчас в основном будет китайская подвеска, да, никто вам никогда с завода не скажет, какая жесткость пружин установлена в вилке или в амортизаторе. Если мы говорим про
фирменную подвеску, то эта информация есть. Там этими цифрами можно оперировать и как бы более четко. С китайской подвеской такового нету. Ну, у меня сейчас на сервисе есть возможность, в принципе, это все померить. Сейчас уже есть такая возможность. Это первый момент, потому что пружины и вес райдера — это прямая зависимость. Комфорт, езда, скорость и все остальное. Второй момент. Мы когда начинаем крутить подвеску, регулировать, пробовать от себя, это метод проб и ошибок. За один подход крутим только одну регулировку. Покрутили 2-3 щелчка, проехались, по одному и тому же месту катаемся. Покрутили, нам чего-то не хватило, либо стало лучше, либо хуже, подкрутили еще. Только одну регулировку за один подход. Если мы начинаем, условно, как на пианино, все крутить рандомно туда-сюда, вы никогда ничего не накрутите и не добьетесь результата. Одну, это нижнюю или верхнюю? Одну, любую, неважно. Ну, то есть или нижняя, или верхняя, а не то, что мы крутим и верхнюю, и нижнюю. Вот этот вопрос мне интересен. Да, То есть любую, неважно. Ты начал работать, экспериментировать с одной настройкой, там, с нижней. с нижней, Пока которая ты с ней не отбой. разобрался, да, Всё, там не я почувствовал, Ага. Ты должен в другой проехать и не понять, что переходит. тебе. Ну, нет, Либо он быстро меня, складывается, либо я он долго не этот отходит. имел в виду вопрос. Какая Я имел в виду- регулировка за Да. что отвечает, это можно в интернете на ютубе Ну, это посмотреть. понятно. Очень много интересных роликов есть, которые вполне адекватные, снятые от спортсменов, и там можно посмотреть, какая регулировка за что отвечает и что она дает. Ну, мы не будем просто на это сейчас. То есть время или отбой, или сжатие мы Да. крутим. Ну вот, например, вот в этом мотоцикле у тебя подкусывает вилка чуть-чуть. Уже есть мелкое подкусывание. Еще один момент. Очень, когда мы говорим про работу вилки и амортизатора, да, у мотоцикла, пускай 70% работает амортизатор, но вилка тоже участвует во время езды, да. Есть такой момент — синхронность работы подвески. Когда вилка и амортизатор имеют равную скорость хода подвески. Равную скорость. То есть, если вилка будет быстрее работать, чем амортизатор, у нас будет вот эта вот история, да, когда наоборот происходит, вот это происходит. По тем или иным причинам. Неважно, либо она просто так настроена, либо она просто не работает. У нас происходит дисбаланс передней подвески и задней подвески. Это тоже очень сильно мешает ехать во время трека, особенно во время преодоления препятствий. Вот, есть такое понятие синхронность. Вот я тоже сейчас буду смотреть. Когда подвеска работает синхронно, но здесь в целом вот это неплохая подвеска. Какой у тебя вес? 72. Ну ты вроде пожестче ее зажимал, да? Ну вот этот мотоцикл неплохо настроен, на нем можно ехать. Следующий. Здесь все неплохо. Вилка закусывает. Позади. Смотрите, в чем принципиальная разница, вот, например, мотокросс и эндуро, да, там по жесткости пружины. Жесткость пружины может отличаться в этой дисциплине на 1-2 ступени. И подвеска всегда на мотокроссе, она всегда жесткая, либо плотная, это правильно говорить, плотная, но мы это ощущаем как жесткая. И человек, если он едет быстро и агрессивно, ему будет комфортнее на плотной подвеске ехать. А человек, который едет спокойнее или там техничнее, ему будет на жесткой подвеске некомфортно. Ну, потому что он работает с маленькими энергиями, она не будет, условно, не будет вообще воздействовать. Но так в целом, да, ну, амортизатор достаточно плотный. Держи. Я видел, как ты ехал в препятствии, достаточно неплохо. Давайте, Оль, можно будет заснять, как Володя прыгает и на заднее колесо? да, мы сейчас, давайте я сейчас пощупаю вашу подвеску, Да. скажу, у кого есть какие-то проблемы. Это похоже. Ну, вот Авантиса 2, пожалуйста. Ходи чуть в сторонку. Мой первый представитель. Да. Вот это моя ностальгия, которая у меня была когда-то, да. Ну, какой? О, видите? Здесь вилка на отбой очень медленно работает. Вот это вот, весь амортизатор, видите, вот быстренько работает, да? Возвращается. Смотрите, как вилка. Видите? Здесь нужно точно распускать отбой. Вилка перемыта, ее никто не регулировал. Я сейчас не про это, понятно. вообще. Я просто говорю, что нужно сделать. Нужно, если здесь есть регулировка отбоя, ее нужно распустить срочно. Это нижний. Да, это нижний. Нижняя? Точно? Ну, наверное. Здесь закручиваем. А что вы видите? Нажимаем. Вымыли и перебирали. Не регулировали вообще. Сейчас, секундочку. Абсолютно. Давайте посмотреть. Вот я говорю, вот одна из проблем китайских подвесок в том, что там регулировка влияет условно очень сильно. О, видишь? Стала быстрее. Она хотя бы стала синхронно с амортизатором. Да, она не
неплотная, ну у тебя и вес небольшой. Можно амортизатор чуть-чуть отбой медленнее сделать. Потому что вилка все равно медленнее. Амортизатор прыгает. Ну, либо, ну, понятно, нет. Да. Либо регулировка. Гидравлика не работает. Тоже регулирует. Она даже ни вверх, ни вниз не работает. Не видел, плавает на пружине. Борьбой убирать надо. Возьми, Ну, поставь. мартер тоже смотри, мартер груда смотри. Хорошо. Я на нижнюю регулировку. Это не. Следующий. Хорошо. Он делается жестче. Не совсем корректно, потому что нужно в первую очередь пружину подвес райдера ставить. Потому что когда гидравликой зажимаешь, она, ну, в две стороны. Ну, немножко не так, но это... Да, оно вообще, ну, то есть я его прожать не могу, условно, я не могу его прожать. И это не из-за пружины, это из-за гидравлики. Ну, она прямо упирается. Хорошо, то есть Но в целом он как бы работает это. Да. Под твой вес или под мой? Не, ну я сейчас оперирую на свой вес. Надо посмотреть. смотри, вилка мягкая. Вилка работает, вилка нормальная, она не закусывает. То есть либо вилку сделать жестче. Подожди, нет, это так не работает. Смотрите, основное ощущение или настройка это от ощущения райдера. Если райдер скажет, мне так хорошо, то все остальные ваши консультации это вообще ерунда. Ну, потому что у него своя манера езды, свой стиль, понимаешь, может быть. Ну, она достаточно плотная, и вот регулировка отбоя сзади работает. Я просто таких не видел. Ну, Попрыгай, посмотрим. Вот то, о чем я говорил. Мотоцикл в статике стоит, есть возможность приподнять его, хотя маловато. Для всего этого у него пружина стоит, нет вот этого свободного хода. Он стоит в распор. Там, у тебя еще была. Андрюх, кто ездит? Вилка очень медленная. Тоже. Вилка очень медленная, но... Что? Да, за амортизатор сзади вообще не прожимаю, ну, не реагирует никак. Слишком... А что крутили? ничего. Ничего? Попробуй вот эту регулировку отверткой чуть-чуть отпустить. Ну, потому что вообще не работает. Пробуй амортизатор по регулировкам отпускать. Вилку тоже? Вилку, подожди, пока вилку не трогай, давай сначала с амортизатора начнем. Прям сейчас? Да, да. Подожди, стой. Есть нормальная теточка? Да, и нормальная теточка. Нет. Вся проблема китайской подвески в том, что она зачастую не рассчитана на то, чего мы от нее ожидаем или чего мы хотим от нее. 37-е перо, ну, ребят, ну это детское для... да. Если мы говорим про фирменную подвеску, там и то 43-е перья идут на 65, вот на эти. Все, до конца, да? Хорошо, значит нижнюю. Если ты почувствовал какой-то упор, да, не надо дальше, ну, давить. Ну, аккуратненько, чик, упор почувствовал, все, есть. Ну, она хорошо ходит, все. Низ пробуй распределить. Есть он? Хорошо, что, подожди, я попробую. Есть изменения или нет? Вообще плохо. Нет. Ну, даже я со своим весом не могу прожать. Еще? Максы, да? Да. Ну, но, все, ничего, видишь, не поменялось. Он как был жесткий, так и остался. То есть тут я не могу сказать, амортизатор не работает. Ну, видишь, я даже коленкой давлю назад, он даже нет. У тебя вес какой? 60. 60. Ты на этом мотоцикле, ну, тебе нелегко. Хорошо, подожди. Юр, вот этот мотоцикл можно скинуть с райдера жопой, так чтобы как бы тебя размотало? Резина шипова.
Ну, послушай, ну как бы да, ты же постоянно, когда едешь... Смотри, вот хороший пример, да, вот амортизатор, который очень жестко или вообще никак не реагирует на препятствия. Что происходит? Ты когда встречаешься задним колесом с препятствием, ты просто вот так вот делаешь, как на велосипеде, как будто нет подвески. Потому что он, энергию, да, кинетическую некуда поглотить. Амортизатор не поглощает твой удар, и ты просто, у тебя постоянно будет подкидывать. Слушай, ну а здесь может, помимо самих настроек, еще влиять жесткость густоты масла? Или нет? Если, допустим, сильно густое масло, сейчас холодно, может масло влиять? Смотрите, вязкость масла влияет на жесткость подвески, да. Но в данном случае я не могу сейчас ничего сказать, потому что китайский мотоцикл, китайский амортизатор, китайское залито масло. Что там залито, никто не знает. Никто вам никогда не скажет, и я в том числе вам не скажу. А он, может, менял он рейки, нет? Вот, но чтобы так, чтобы амортизатор не работал при этом, и сегодня 0, сегодня плюсовая температура, это не тот прям момент, когда масло будет не работать. Ну, я не могу сказать, что это из-за масла. Здесь что-то другое, он прям как будто упирается. У меня больше подозрение, что просто амортизатор не работает, у него газ сошел в тело амортизатора, и он просто как сейчас на воздушной камере работает, он не дает штоку прожаться. Я такие случаи видел. Можно еще вопрос про это? А воздух закачивали? Ну, насколько я знаю, нет. Ну, сюда закачивали воздух? Нет. Что лучше заказывать? Воздух? Нет, это не имеет разницы. Нет, ну азот это понятно. Ну, просто если вы закачивали сами воздух и на поднятом мотоцикле, то вот это тогда произойдет. Если вы не закачивали, тогда что-то произойдет. Ну, там говорит специалист по подвеске, но я бы ему не верил. Я просто так себе сделал на поднятом, и потом он стал... Здесь, скорее всего, какие-то вопросы есть. Нет. Я просто из своей практики, что у меня было, Юра. того, чтобы Не, вспенивалось Саш, масло. Все нормально. Прости, пожалуйста. Не, это все нормально. Не надо извиняться, все окей, ты поделился опытом, это хорошо. Здесь какие-то вопросы есть с амортизатором, но это не из-за пружины. Если бы он был просто на пружине, он бы так себя не вел. Там какие-то проблемы с амортизатором будут 100%. Отлично. Хорошо. Так, раз. Осторожно. Быстрых и веселых пацанов. Что-то здесь даже работает. Это не важно. Смотри, у тебя щиток терется в трубу. Где папа? Папа, иди сюда. Папа, почему? Вот этот момент надо срочно исправить, потому что если вы протрете здесь трубу, вы просто потом не сможете ремонтировать вилку. Делается очень просто. Возьми феном, погрей внутри этот лопушок и разогни его чуть-чуть. Да? Хорошо. Это очень важный момент, потому что это вилка, вот, например, которая вообще не имеет никаких регулировок, никаких не имеет винтиков для спуска воздуха. Что такое винтики спуска воздуха? Наша вилка, когда работает, имеет свойство насасывать в себя воздух. Рычаги, пожалуйста, поднимите и вверх, потому что вот это неправильно. Рычаги, вот, левый рычаг, ну как ты так вот ездишь? Нет, поставь, пожалуйста, его. Вот. Стойте. Замечательно, поставь, пожалуйста, вот так. Вот, хорошо? Ну, то есть это очень небезопасно. Мне папа так поставил. Красавица. Я тебе даю совет, ты можешь ему либо следовать, либо нет. Но я тебе говорю, просто поднимите рычаг вот этот левый. Папа, что скажете? Его Да, я тоже попробовал, видишь, у меня тоже не получилось. Поэтому вы это сделаете сами. Подвеска, которая не имеет регулировок, да. У меня к вам есть один большой вопрос, ко всем. Вот у подвески нет никаких регулировок. Является ли эта подвеска спортивной? Логично, точно да? нет. Да, то есть эта подвеска больше рассчитана на какие-то прогулочные моменты, там простенькие покатушечки, да, и когда мы начинаем такую подвеску активно использовать уже в более спортивной истории, то, сами понимаете, подвески от этого нехорошо. Вся подвеска, когда мы работаем, она всегда изнашивается. Вот мы взяли новый мотоцикл, новую подвеску, да, и мы начали на ней ехать. Все, подвеска начинает изнашиваться. Внутри все комплектующие поверхности, втулки, сальники, пыльники, они уже изнашиваются. Помните об этом. Потому что когда зачастую мне говорят, вот я там проехал столько-то часов, у меня все потекло, а у меня товарищ проехал столько-то, и у него ничего не потекло. Ну, ребята,
Во-первых, давайте, китайское качество. Второе, мы все люди разные, у нас разный стиль езды. Третье, обслуживание мотоцикла, это там мойка, чистка и осмотр внешний, это тоже влияет, да. Поэтому и помните, что внутри комплектующей подвески всегда изнашивается. Вопрос. Давай. Есть фанатичные товарищи, кроссмены и так далее. Они очень жестко на прицепе затягивают мотоцикл, прям очень жестко, чтобы он вообще ни капельки не качался. Да. И объясняют это то, что во время пути ты там за 200, за 300 километров едешь, мотоцикл качается и подвеска изнашивается. Это уже паранойя или это реально? Нет, это реально, это все правильно. Нормальная Потому история, что да? когда у вас и едет мотоцикл на прицепе, и он имеет ход подвески, в этот момент у вас изнашивается подвеска. Ну, то есть вилка ресурс чуть-чуть играет, да? Неважно, да. Причем, что вот эти вот микроколебания подвески, вот по чуть-чуть, это еще хуже. Потому что у тебя не только изнашиваются там втулки и комплектующие, у тебя еще и покрытие на трубах тоже изнашивается. В общем, ты рекомендуешь вот эти вот подставки есть под вилку, Да. которые... Да, жестко правильная делают. перевозка мотоциклов на прицепе, это когда мотоцикл зафиксирован максимально жестко и подвеска не работает. Вот это правильная транспортировка. Тогда ты сохраняешь ресурс своей подвески. Потому что... Прости, а полностью сжатый или полностью разжатый, это имеет значение? Вот я зажал, она полностью Да, вот если я сжата, вот, допустим, на допустим. прицепе, я зажал сейчас подвеску полностью в ноль и еду. Обычно мы транспортируем. Это Она не нехорошо работает, или она это ничего полностью страшного? Ну, ничего от этого не будет. Она главное, чтобы не было колебаний. Для правильных... Делаем проставочку сюда, вот, то есть мотоцикл закатываем, вот он как стоит, между колесом и крылом ставим проставочку и ремнем ужимаем, потому что вот как у вас, если бы она за вилку была увязана, на неровностях где-то едете, прицеп качнуло, ну, он может отцепиться. А когда между вот здесь вот проставочка стоит... Да, не, за проставку он говорит правильно. Не, за проставку он говорит правильно. Продается $5. Да, это... Ну, неважно, за проставку он говорит правильно. да, Да, взял между колесом и передним крылом вилку ставим упирается, жесткую да. проставку и зажимаем вилку. Да, это правильная транспортировка. Это правильно, да. Есть другой вариант, когда сюда по центру ставят тумбочку жесткую и жестко его фиксируют за кузов. Тоже достаточно жесткое крепление, и мотоцикл, и подвеска во время транспортировки не подвергаются износу дополнительному. Какие еще во время, если транспортировку говорим, еще вопросы, моменты какие возникают. Когда мы, например, транспортируем мотоцикл, и у нас подвернуто колесо, и спустя 200-300 километров у нас может под мотоциклом оказаться даже лужа масла. Почему? Потому что вилка стоит не в естественном положении, она тоже имеет какие-то минимальные люфты, зазоры, это нормально. И мы, когда едем, шатаем мотоцикл, может сальник чуть-чуть протечь. И это бывает очень часто. Вытянута, а ты ее потом зажимаешь вниз. Стало быть, перья начинает... Да. Любая деформация, любое вот это. И бывает такое, что так как мы тоже активные любители покататься и тоже транспортируем свои мотоциклы, мы такие моменты всегда уже не один раз замечали, когда вилочка подтекала. Так, давай с тобой вернемся. Значит, смотри, у тебя подвесочка немножко работает. Я не могу сказать, насколько хорошо или плохо она работает, но она есть. Все, что я, к сожалению, могу сказать. Да, не, ну это все хорошо, но по весу, думаю, этого будет достаточно. Ребята, я упомянул винтики для спуска воздуха. Да? Всех, у кого они есть, ими нужно пользоваться. Вопрос тогда сразу клапана вот эти. Говно, выкинете клапана, винтики, резиночка, это лучше... Зачастую Да, я понимаю. Ну, ты можешь, когда вилку ставишь, ты можешь и повернуть в удобное себе положение. Поверни себе так, чтобы тебе не каждый раз не по поводу, ты говоришь, сложно добраться. Ты когда активно катаешься, ты же падаешь. В этот момент у тебя вилка вторая тоже может подвернуться. И вилка стоит не параллельно друг другу. Наши перья, да, как ломы, в народе называют. Они либо вот так стоят, расходятся, либо вот так вот расходятся, да? Если мы не делаем такую процедуру, как рост траверс и выставление вот этих перьев параллельно друг дружке, у нас внутренние поверхности начинают изнашиваться еще более активно. То есть вилка еще быстрее разрушается. А как часто воздух? Каждый раз. Независимо. До ремонта, после ремонта. Каждую покатушку спускаем воздух, распускаем траверс. Абсолютно, да, есть четкие правила и процедуры, как это делать, и их нужно соблюдать. Потому что если это не делать, можно... Ой, Юрий, твой? Все, на ремонт вези сразу. Блин, да? Не, ну Юрец, неплохо. Где Юрец? Я снимаю. Да. Это самый мягкий мотоцикл, который здесь был.
Нет, он не мягкий, он достаточно Нет, он плотный. тоже цепляет щитки за стакан. Щитки, да, И там пластмасска хотя бы стоит, это нормально. Ну, смотри, ну, это точно плотно. У тебя не пробивает сейчас вилку? Сейчас нет. Ну, когда с этим боролись, да? Ну, добавили по 10 грамм. Да. И стало по-другому, да? Я бы еще, может, по 5 добавил, Ну, я даже не знаю. чтобы даже совсем не пробивало. Вот ты смотри, ага. Не, оно иногда, Юр, если я сильно где-то лечу, то Ага. может пробить. Есть такой параметр вилки, например, как уровень масла. Да, все спрашивают, сколько масла лить. Ребята, когда у меня спрашивают такой вопрос, я такой, ну это как в суп, сколько соли добавить. Каждому по вкусу, да. И каждому райдеру уровень масла вилки это один из параметров для настройки подвески. Вилки в частности, да. Каждому человеку он свой может быть, если мы сейчас говорим про настройку подвески под райдера. Для каждого человека он может быть свой. Кому-то нужно меньше, кому-то нужно больше. От этого тоже работа вилочки немножко по-другому становится. Смотри, количество масла зависит, допустим, Я бы райдер. тебе отбой чуть-чуть зажал. Отбой Да, на отбой. вилке или на чем? На чем? А? На чем? вилке. Зажми. Слушай, ну количество масла зависит от веса райдера, правильно? Чем тяжелее, чем больше масла надо, да? Нет, не совсем так. Уровень масла вилки больше влияет на последнюю треть хода подвески вилки, да? Ребаунд, да. То есть это в конце ты ее не пробьешь просто. Ну, она в последней трети хода, она больше всего там работает, да. Чем больше и меньше места держать. Масса нажимается. Я пока подержу. Ну, вот так вот я бы оставил. Ну, в целом неплохо. Прям я думаю, ты кайфуешь. Вопрос. Так, блядь. Вопрос. Каждый раз спускать воздух. Вот, например, у меня тренер, и там нет. Ну, значит, есть такие... Паш, давай Смотри, поснимаю. обычно после сервиса, когда я делаю, да, первых 20 часов она практически не насасывает воздух, не попадает. Обычно после 20 часов она уже потом начинает, ну, накапливать в себе воздух. Ну хорошо, вот ты недавно же сделал, Да. вскрывал мою вилку. Был там воздух? А я тебе скидывал видео, нет? Нет. Я не помню. Вот здесь. Ладно. Очень медленный отбой здесь. В амортизаторе. Кто ездит на этом? Вес? В экипе? Грамм 95. Ну нет, чистый мне говори. Ну, на весах, без ничего, в туселях. Ну 86. 86, ну, слушай, я бы... Ну, видишь, это БРЗ, тут у них очень маленький просвет между колесом и крылом. Но он все достаточно плотный какой-то. Да, очень медленный отбой на амортизаторе. Крутим? Да. Там. Вилка, а вот вилка очень даже такая неплохая. Вилки я бы чуть-чуть отбой добавил. Я тебе вилочку по 2 клика сверху вот здесь добавляю, левое и правое. Максы. 4 клика назад, как бы это был Это где? максимальный. Это в чем? Вниз, отбой. Против На часовой. максимально выкрученном, да? Да. О, поживее. Так, а теперь верхнюю не отпусти. Вот эту под шестигранник. Куда не зашли? Какой? На 4 либо 5. Пятерочка там, по-моему. Есть у кого? Знакомый амортизатор. Ну, очень плотный, прям такой, очень медленный, понимаешь? Вот. Его чуть-чуть сделать быстрее. Можно так оправдать. Так, Юра, пока мы ждем Да, пока мы ждем шестигранник, смотрите, что... Пока мы ждем шестигранник. То есть мне тогда не запариваться. Если мне нету, ну, Да. спускать воздух, это все тогда. Ну, просто
более чаще отдавать на сервис. Ну, ты можешь как бы себе ключик сделать и откручивать, ну, приоткручивать крышечку. Это звездочка. Приоткручивать крышку. Но я не знаю, насколько тебе это хватит. Ну, типа, А понимаешь? нельзя в крышечке просверлить, резьбу нарезать и сделать пробку? Юра, спасибо за хороший. Я когда на сервис отдам, я попрошу это сделать. Полностью рожатый, да? Не-не-не, он еще не ответил на этот вопрос. Да можно. Просто это лайфхак. Если это можно конструктивно, ты же сам это сделаешь, я тебе дам крышечку, ты своих крышечках Все просверлишь. понятно, спасибо. Видите? Хорошо, я понял. То есть это возможно сделать. Конечно. Да. Вот смотрите, вот говорили про вот эти клапаночки, которые сверху, да? Вот есть сейчас китайские вилки пошли, они уже со встроенными блидерами, так называемыми, да, air блидер, спускники, да? И, к сожалению, от них никак не избавиться. Да, и, к сожалению, какие проблемы с ними иногда возникают? Они со временем начинают, во-первых, воздух туда-сюда гонять. И это плохо, потому что мы меняем характеристику вилки, особенно когда она ну, там, максимально вниз опускается, да? Это первый момент. Второй момент, через них попадает вода. И вилка внутри начинает корродировать. Китайские вилки внутри, они металлические. Металлические внутренний картридж, металлические штака, пружины у всех вилок металлические. Они начинают корродировать, ржавчина, она начинает отваливаться, попадать на нашу вилку, и еще быстрее все разрушается. Да. Да, поэтому это, особенно китайские блидеры, которые обычно любят ставить на Алиэкспрессе за $2, это смерти подобно для вилки сразу, мгновенно. Ну вот, я бы так оставил. Попробуй. А я тебе сверху по 4 клика затянул здесь и здесь. Ну, пробуй. Я после ремонта подвески. Да? Ее надо Ты попробуй что препятствие. Да, смотри, мы сейчас будем вот это бревно ехать, только не так, как вы ехали, поднимая на переднее колесо и задним. Вы сначала вот передним и задним. Понимаешь, вот так попробуй. Ну, чтобы вперед ударить. Вот, Все время танки должны проехать. да, только аккуратно. Вот серьезно. Ну ничего, ну как бы да, я понимаю. Смотрите, вот у кого, вот, например, опыта наката 20 часов, 10 часов, да, я вам расскажу проблему, с которой вы столкнетесь. Простишка, я снимаю просто. Делаем с вашей подвеской, вы ничего не почувствуете. Да, и это нормально. Потому что есть такой параметр, называется жопомер. Пока вы своим жопомером не поймете, что вам нужно и в какую сторону вы как хотите ехать в те или иные препятствия, вы никогда ничего не добьетесь от настройки подвески. Кто бы вам ни приходил, что-то там не крутил, настраивал, ну вам это все будет фиолетово, потому что вы еще сами не знаете, как вы будете к этому ехать. У меня такая же история тоже поначалу была. Эти чувства проснутся через 100 плюс часов, не переживайте. Базовые настройки должны быть. У кого? Ну, преднатяг пружины поставить. Это естественно, да. Да. Не, это никто не отменял. Базовые настройки подвески никто не отменял. Вот здесь очень медленно ходит подвеска. Да, вот смотрите. Вот раз, я отпускаю, он очень медленно возвращается. Видите? Ну, он возвращается, но очень медленно. Кто на нем ездит? Да. Сколько вес? 95, да, надо ускорять отбой. Если нажатие, она в принципе и синхронно, и хорошо работает, отбой надо 100% ускорять. Крутим? Да, да, давай. Давай попробуем. По 2. Три, хорошо. Потому что китайские подвески зачастую вот 3 клика ты делаешь, она уже практически может быть другая. Ну, китайский... О, видишь? Видишь, какой он стал? Сразу. Возвращай обратно на один. По одному, да. Говорим. Китай тоже работает. Нет, я не говорю, что он не работает, но у него есть своя специфика работы. И еще один. И словить работу китайской подвески, ну, более-менее адекватную, ну, это прям иногда просто невозможно. Теперь вилку. Видишь, по итогу хватило одного клика. Ну, потому что он закручено было до конца. Так, подожди, что тут у меня написано? Рибан, да. Рибан. Давай по 2. Угу.
Смотрите, я вам расскажу немножко теории, да, вот мы сейчас крутим, вот посмотрели отбой, очень медленно мотоцикл возвращается в исходное состояние. Чем это плохо? Когда вы едете какую-то секцию из мелких неровностей, у вас подвеска не успевает возвращаться в исходное состояние, и у вас происходит эффект постепенного ее складывания. А чем же больше мы ее складываем, она в более жестком диапазоне начинает работать и просто у вас начинает колбасить. То есть она как не должна отпрыгивать от препятствий, она также не должна полностью складываться. Ну, когда вот череда препятствий, например, 3-4 ямочки небольшие. В этой гонке 4 сезона, кстати, была очень хорошая секция такая в лесу. А вилка полностью отпущена, да? Ну вот, все регулировки распустили, видишь, а мне хочется еще вилочку побыстрее, видишь, она медленная. Тогда масло. Да, масло, жесткая вязкость масла. Слушай, Юр, ко мне когда ты последний раз я чувствовал, когда мне масло пожестче залил десятку, я не знаю, не помню. Ага. А почему мы так хотели? Подвес у меня, ну, подвес. Мы тебе подвес сделали, да? Поэтому он медленный, да. Зачастую, вот когда мы не можем какими-то техническими средствами там накрутить или настроить, мы начинаем играть с вязкостью масла, в вилке. Мы сейчас про вилку говорим. Да, и вот иногда вот получается такой эффект, когда мы полностью регулировки раскрутили, а из-за вязкости масла задавали вопрос, да, скорость хода подвески вот недостаточно, хочется быстрее, а регулировки открутили. Значит, мы должны вернуться в следующий раз на сервисе, вязкость масла уменьшить. Нет, ты просто это, пожалуйста, запомни. Ты это просто, пожалуйста, запомни. Потому что зачастую, когда мне привозят просто подвеску без мотоцикла, да, мы не можем это, я потестировать, не могу на нее попрыгать. И мы общаемся с клиентом, я общаюсь, я узнаю. Он говорит, вот были такие вопросы. Я говорю, давай сделаем маслица чуть погуще. Да, вот сделали погуще, вот и немножко, Не угадали. не угадали, да, не пробовали. Но пробоя у тебя никогда не было, то есть как бы ничего. И работать первый третий. Пробуем. Хорошо. Да. Ну, заднюю Так она достаточно плотная, неплохо. Я попробую уже как бы по месту там. Смотрите, по вилке, вообще спортивное масло в вилке это 5В, 4В. 5В это условно классика жанра, 4В это для уже спортивное масло считается. 4В это еще более жидкое масло. Амортизаторе всегда есть, для амортизатора всегда свое масло. Нету такого, что с вилки взяли в амортизатор залили. Ну, как бы это неправильно. Для амортизатора свое масло. Причем, что там есть. Я, например, на сегодняшний день знаю 2 бренда. И даже не все бренды пишут вязкость масла для амортизатора. Но в целом это либо 2,5, либо 3. 2,5, да. 2,5, либо 3. То, что заливают на китайском заводе, видишь, передний рук вообще просто не шевелится. Очень медленно. Я не спускал воздух. О, подожди. Если бы ты не спускал воздух, она бы отстреливала, а она не выходит. Причем, что амортизатор у тебя вообще не работает. Видишь, он просто подпрыгивает. Вот смотрите, момент, когда амортизатор, регулировка отбоя не работает. Он просто подпрыгивает. Вот он работает сейчас на пружине. Сначала пружина, Он просто на пружине, вот как бы ты его, вот смотрите, он просто отпрыгивает, как попрыгунчик. И вот с такой вот подвеской, если ты будешь наезжать на препятствие, ты постоянно будет выкидывать. Видишь, он прям бьет. Пустота, потом пустота. Ну он как-то прям, видишь, прям такой щелчок там. Пуп. Попробуй отпусти отбой. Чувствуешь? Вот этого быть не должно. Либо вопрос по механике с амортизатором, либо... Не, может это бьет то, что это Тихо. хвост бьет. Тихо, аккуратно, руки Гена крутит, а вы... Не, где? Гена, Ну, не в смысле, крути. подрамник. Подрамник не закручен. Когда они успокоятся, тогда. Подожди, Ген, не крути. Да нет, ты нажми на него, вот он. Прям нажимаешь, он... А потом только начинает работать. Да, он, видишь, у него как бы... Ты нажимаешь, он пук, и потом начинает подниматься. Пук, и такого быть не должно. О, и четкий, тоже прав. да, задней подвески есть проблемы 100%. Есть еще один такой же, да? Будете снимать его. Оно все разжато? Тогда надо смотреть. А попробуй на один щелчок зажать, она тогда может начать работать. Давай попробуем, давай нижнюю регулировку. На один. 1-2. Или 2, да. Спасибо тебе, Геннадий, за ассистирование.
Вы сегодня очень полезны. У меня реально было, Юр, полностью разжато, она не работала. Я на один щелчок зажал, все Да, появилось. ну это приколы китайских амортизаторов, как регулировок. Ну, стало тоже, только чуть медленнее. Давай еще разочек. Но там проблемы с амортизатором будут 100%. Температура воздуха поменялась. Не, там воздух, скорее всего, сошел с газовой камеры туда, в этот. Вот это то, что я говорил, эффект подпружиненного амортизатора. Он просто подпружинен всегда. Ну и все равно. Видишь, он сразу чпок и потом медленно поднимается. Но такого быть не должно. Вот в этот момент, когда он резко отпрыгивает, представь, тебя от препятствия просто откидывает. Всегда. Ну ты просто на него нагружаешь, а потом тебе прыжок вверх такой через руль. Это очень опасная штука на самом деле. Раскрути обратно, Гена. Да? Конечно, ты что? Она еще хуже стала. Да тут все равно на обслуживание. Ребят, я в подвесках не шарю, но могу сказать точно. Ну ты крутишь, уже начал шарить. Уже 100%. А вилка очень медленная, что туда, что обратно. Прям очень медленная вообще. Просто ужасно медленная. Хорошо, ну смотрите. Половина мотоциклов амортизаторы были полностью разжаты по двум параметрам, вверх-вниз, полностью разжаты. Да. И все равно мягкости не хватает. Да. Это прикол китайской подвески. Welcome в наш мир. В наш мир. То есть, по большому счету... Я сейчас поясню. Когда китайский производитель заявляет, мы сделали копию WP, это не означает, что это будет такая же работа, как у WP. Особенно, а когда они внесли туда еще свои какие-то коррективы, либо свои разработки, либо ноу-хау, либо свои технические решения, ну, тогда это, ну, я как-то говорил уже про это, что это совсем не пахнет. Снаружи она чем-то похожа, но внутри она совершенно другая. Так это копия, да? Нет, ну я говорю про те подвески, которые, как они заявляют, что это копия подвески такой-то, типа- это копия типа а-ля такой-то, копия, там где-то копия подвески Йолинс типа была похожая, ну это такое. Не ведитесь на это просто... Нет, здесь практически все открытое. Пока все, что мы сегодня видели, это был открытый катер. Закрытый катер не было. Тут тоже очень, очень медленно, видишь? Прямо вот я прожал, он... Тут еще и колесо балансирует. Это опыты. Против этого самого. Против буксатора. Против буксатора? Это серьезно. Да, это серьезно. Это Забирай. серьезно. Ладно, не буду я. Нет, это чисто опыт был. Интересно. Я просто случайно увидел. Не, это я не первый раз такое вижу. Да? Рабочая тема? Или если едешь 180, да? Юра. О, видишь, а здесь 100% будет по-другому работать сейчас. Здесь что-то... Хотя одинаковые мотики, да? Да. Ну и подвеска. О, смотри, видишь? Юра, А здесь такого эффекта это нет. один и тот же мотик, одна и та же самая подвеска, да? Нет, это два разных мотика. Это один, это второй. Нет, подвеска я имею в виду. Мотики одинаковые, абсолютно два одинаковых мотоцикла, да. Но здесь подвеска работает по-другому. Гена? Геннадий? Здесь? Ассистент, пожалуйста, нижнюю регулировку распускайте. Кто ездит на нем? Подожди. Вес, рост? 82 килограмма веса. И рост 1,85 м. Почему спрашиваю за рост? Потому что рост райдера тоже очень сильно влияет на вас и на ваше поведение на мотоцикле. Потому что если вес один, но рост разный, два человека будут по-разному тоже вот эти массы перемещаться на мотоцикле и все остальное, это тоже будет влиять. Например, человеку с ростом 80 килограмм и ростом 2 метра можно даже и подвеску пожестче делать, потому что он такой. Или ему даже перемещаться на мотоцикле меньше надо, или ему там еще какие-то моменты будут. Да, это тоже. Рост тоже иногда тоже я всегда спрашиваю, потому что, чтобы понимать, ну прям он вообще медленный. Так, закручивай. Да, чуть-чуть. И раз, и все. И все, да. Ну вот. Ну видишь, и он прям очень медленный. Но здесь нету такого момента, как в том мотоцикле. То есть воздушной пробки нету. Вверх. Да. Добавляем. Не, пока ничего не делаем. Ну все, тут видишь, все раскручено, он все равно очень медленно работает. Ну, он очень медленный.
тебе вилки, вязкость масла, наверное, надо помягче, поменьше, да. Опять же, смотрите, я вот тут говорю, надо масло, вилки поменьше, да. Это мы сейчас основываемся на тех параметрах, которые мы сегодня... Но мы не знаем, какая вязкость масла сейчас залита в вилку, правильно? Пятерку мы лили, по-моему. Пятерку лили, да? Ну, видишь, пятерку лили, то есть уже как бы меньше уже там и особо-то и нечего делать. И он на пятерке очень медленно работает. Объем масла уменьшить будет чуть-чуть. Неважно, мы сейчас смотрим настройку на отбой. На отбой это очень не так влияет, как нажатие. Я сейчас смотрю возврат подвески, да. То есть если я смотрю, он прожимается достаточно скоростью, то возвращается он очень медленно. Вам помочь должен чуть быстрее. Юр, такой Эти вопрос. мужики вперед лезут. Смотри, я знаю то, что на Спартак, допустим, ставят резиночку, там, допустим, Да. просто стяжечку и смотрят, в каком положении работает Да. подвеска. Выстраивают на среднюю часть. Разумно ли было бы сделать так подвеску, то что ты, в принципе, допустим, речь идет о елке, причем хорошая наглядность. Сделать так, что при самом жестком как бы, моменте, который у тебя есть во время движения, все туда было практически максы твои. Да. Сместить вот на То, эту что ты сторону. говоришь, что уже все придумано, все это есть. И, например, вот у Юрца стоит такая индикаторная история тоже. Красненькое колечко я ему от чистого сердца поставил. По сути, можно просто такую же стяжечку пристегнуть и смотреть ход работы подвески. То есть вы едете на тренировку и смотрите, до какого момента у вас складывается передняя вилка, да, или подвеска складывается по максам. Правильное положение для вилки это 3-5 сантиметров. Это уже практически вы уже на грани. То есть, если вы вот сегодня проехали какую-то активную тренировку с хорошими препятствиями, у вас осталось где-то 3-5 сантиметров спичечный коробок, то если вы поедете какое-то одно, обычно на трассе или на круге всегда одно либо два очень жестких препятствия, и вы там чик, вам этого хватит. Причем, что есть такой момент, что это сейчас не от меня, это сейчас буду говорить словами других людей, но тем не менее, если у вас в какой-то момент подвеска даже сложилась, но вы почувствовали вот это, что подвеска сложилась, но при этом у вас руки с руля не слетели, вас не ударило по локтям, не было вот этого тычка, все отработало, это допустимо. На самых жестких препятствиях. Какая-то вспышка была высокая, вы раз и сложили подвеску, но это одно препятствие на весь круг. Хорошо, Это не но страшно. обратная сторона. Если твое колечко болтается первое, третье, вверху, Да. стало быть, ты не используешь потенциал своей подвески. Естественно, задача райдера подвеску использовать по максам. Практически на весь ход работы подвески. Почему? Потому что тогда во все препятствия у вас будет работать весь ход подвески, она будет лучше вас отрабатывать препятствия и компенсировать, и комфортно делать. Это очень важный момент. Чтобы подвеска работала во всем диапазоне, во всем ходе, да. Это же получается, как вы ездите на 5-литровом мотоцикле. Машине, да, но используете ее словно там на холостом ходу, просто ездите, не даете ей нагрузку на двигатель. То есть у вас есть запас, которым вы не пользуетесь. Это ваш комфорт, это уже ваша сила, энергия и все остальное. Так, давайте, что с этим мотоциклом? Я пока не понимаю. Он очень медленный. Все распущено. Да, все распущено, да, но при этом он очень жесткий. Ага. Ты, может, устал, это уже 10-й, который ты качаешь. Да, это, кстати, может быть такое, да, но он очень медленный. Смотрите, видите, я вот прожал его колено. Я недаром коленом давлю на хвост, да, чтобы максимально нагрузить заднюю часть. У меня вес, я похудел, спасибо большое, 86 килограмм, да. Но тем не менее, вот я убираю, да, и он очень медленно поднимается. Очень, он как медленно прожимается, очень медленно опускается. Проблема с китайской подвеской бывает еще заключается в том, что вроде бы один и тот же амортизатор здесь и там стоит, да, но настройки, шим-пакеты там и настройки в целом амортизатора рандомные. У каждого амортизатора могут разные быть настройки, и поэтому все амортизаторы могут работать по-разному. С вилками та же Пакет история. это количество этих... Да, это основные настройки вот по гидравлике. И они просто насыпают их вот так вот. И поэтому такие приключения бывают. Забавно. Да, это мне тоже забавно с этим работать приходится. Да, это забавно, но это есть. Поэтому... Подгонять крайний и давайте уже попрыгаем, а то замерзнем. Мне надо девочку, чтобы Я послушаю пока. покачали ее. Давайте покачаем хотя бы, я посмотрю, нет ли проблем, жестких. Если хотя бы проблемы будут, я хотя бы об этом скажу. Какой там покачать? Качать будете. Шлем дайте, я подержу. Можно так? Да. Есть. 195? Вчера залил десятку, теперь я поменял. Амортизатор у тебя не работает.
100%. А может и работает. Ну, у тебя амортизатор. Не, ну в целом. Рулите с него. Боевой. Да, я ж это так. Тебе нужно чуть-чуть поплотнее. Я бы сделал. Пожестче? Чуть-чуть пожестче, да. Потому Задний, что, да? нет, в целом. Она у тебя достаточно, ну, одинаково работает перед и зад, но вот я бы амортизатор чуть-чуть пожестче, потому что он у тебя слишком игривый. Ну, слишком, видишь, такой. Чуть-чуть его нажатие. Геннадий, Давай так. вот здесь, подкрути мне чуть-чуть. Вот, кстати, вот амортизатор, вот МНТ, да, у нас уже был такой амортизатор. Мы крутили, распускали, и он был очень медленный. Помнишь? Да. Да, а этот мы сейчас взяли, он, видишь, он такой игривый. Давай мы заснимем видео, как сначала Виталька попрыгает через бревно на этой подвесочке, и потом еще раз закрутим и попробуем Ребята, еще раз. всем, Просто кому я чтобы сегодня сравнить. что-то крутил, подкручивал, да, вы сегодня вот с утра ездили бревно, попробуйте еще раз. Если вы что-то изменили или ощущения поменялись, стало лучше или хуже, тоже подходите говорить, хорошо? Потому Всегда что можно это очень важный момент, когда вы работаете с человеком, который занимается подвеской, чтобы понимать, стало лучше либо хуже. Зачастую клиенты, когда становится хуже, никто не возвращается, все говорят, ну, типа не получилось и все. И никто не приходит обратно. А это очень большая ошибка, потому что нужно приходить и говорить: Юра, вот получился такой-то эффект, так-то этот, можно ли с этим что-то сделать? Если с этим можно что-то сделать, я посоветую. И это очень важно. Да, ты попробуй поездить, да, мы тебя запомнил, посмотрю, да, а потом мы попробуем как раз к себе поставить эксперимент. Да, девушка сзади. Да, едем только вперед. Да. Поприветствуем, у нас сегодня одна единственная девушка с мотоциклом. Это достойно почета и уважения. Да, вилка вообще не работает, и амортизатор тоже. Да, причем что амортизатор жестко не работает, он просто козлит, да, прям, да. Второй мотоцикл, когда вот момент, когда не работает амортизатор. Вот, посмотрите, это работа чисто на пружине без какой-либо гидравлики. Вот я и вылетела. Да, он тебя постоянно будет под зад подбивать, ты никогда не сможешь держать траекторию, ну и на бревнах, когда ты будешь ехать, все будет подбивать. К сожалению, да, ну вот. Да, вот этот момент, когда амортизатор совсем не работает. Вот просто на пружине. Если мы сейчас что-то попробуем, а мы ничего не попробуем, потому что на амортизаторе нет регулировок, потому что амортизатор достаточно простенький, моделька бюджетная, да. Ну, он перестал работать. Я всегда говорил, что женщины бесстрашны. Все равно ничего нет. Ну, вилка, причем, что вилка еще как-то работает, сопротивляется. Да, но амортизатор совсем вот. У вас полный дисбаланс на Ну вот о мотоцикле. чем вы говорили, я подлетела мне. Да, да, у вас постоянно на каждом препятствии, на каждой кочке, на каждом бугорочке постоянно вот это вот. И вам с этим приходится сражаться. Да. И вы от этого не нарастите свою скорость. Вот, вам поменять просто здесь амортизатор, вам станет намного комфортнее сразу ехать, вы по-другому начнете работать. Ну, что, заезд, прыгай. Ну что, замерзли, да? Я чуть согрелся совсем. Давай я буду Сейчас кроссмена подождем. Все плохо, уходи в шахматы. Нет. Вот и я говорю, надо в шахматы, безопасно. Ребят, у вас сейчас есть, вот как раз вы на том месте находитесь, когда у вас впереди все самое лучшее, потому что вы еще только развиваетесь и учитесь. И у вас впереди вы каждый раз будете преодолевать новые препятствия и учиться. От этого вы будете кайфовать. А в шахматах это нужно сидеть и парить голову. В замкнутом помещении, ну, можно на свежем воздухе, конечно, но все-таки в эндуро повеселее. Звучит так, как будто ты прошел этот путь с шахматами. Да, было. Играл я в своей жизни в шахматы немного. Кроссмен, мы тебя ждем! Володь, подкатывайся. Ладно, тогда мы передадите, не будем тогда уже растягивать. Смотрите, я говорил... Подождем. Давай. Я говорил такую фразу.
сразу, что переезд препятствий это не только подвеска, но и также и техника переезда препятствий, умение райдера, да. Многие из вас, кто сегодня едет, у них не совсем правильная либо идеальная техника. Почему? Потому что вы когда переезжаете вот по крышку, вот я сейчас там стоял, смотрел, вы практически находитесь на середине мотоцикла и не загружаете амортизатор. И у вас амортизатор, так как он не нагружен, он практически не работает. Поэтому все, что мы сегодня делали и настраивали, фактически не имеет никакого значения. Потому что очень важно также отрабатывать технику переезда препятствий. Да, то есть загрузить задний амортизатор. А на сегодняшний день это получается у 2-3 человек. Юра, Кроссмен, у Гены чуть-чуть получается. Все остальные практически сидят на середине. И вы когда заезжаете на покрышку, у вас амортизатор практически даже никак не работает, не функционирует, не складывается, вообще не шевелится. Вы просто на нем раз так и перекатываетесь. Поэтому это тоже очень важно, когда мы разговариваем за подвеску, это техника переезда препятствий. И мы с вами еще сегодня не затронули такой момент, как базовые настройки мотоцикла. Да? Там сегодня ребята нам подсказывали, публика. Это СЭК мотоцикла. Что такое СЭК? Это первоначальная установка подвески на мотоцикле. И для этого есть такой параметр, он называется СЭК. Его тоже нужно выставлять. Почему я сегодня на этом параметре не акцентировал внимание? Потому что у нас сегодня в основном китайские мотоциклы. У них рама, геометрия немножко своеобразная. И этот параметр, я столкнулся с таким моментом, что не всегда он правдив, либо отображает ту или иную там картину на мотоцикле. Этот параметр всегда важен. Русским языком это предварительное натяжение пружин, вилки и в амортизаторе. Это также и вилки есть, и в амортизаторе. Он важен, он есть. Но я на сегодня на нем не акцентировал внимание. Вот. И это отличная тема для следующего семинара. Да, но с этим параметром очень хорошо работать, когда у тебя есть какие-то данные, когда у тебя обычно в какой-то литературе написано, какой завод заложил базовый СЭК. Стандартные настройки. Тогда ты можешь померить, оттолкнуться и от чего-то уже плясать. Потому что, опять же, когда мы говорим про всех других спортсменов и райдеров, мы все меняем этот СЭК. Я себе увеличиваю, кто-то уменьшает, кто-то себе настраивает предварительное натяжение такое-сякое. Это все уже идет комфорт. Это когда у нас уже 5-я точка уже чувствительная, мы уже знаем, чего мы хотим. Я ее называю жопомер. Когда он уже работает, тогда мы знаем, чего мы хотим. Мы знаем стандартные настройки, которые нам предлагал завод-производитель, что он заложил нам в подвеску. Мы от них уже отступаем либо влево, либо вправо. Когда у нас китайский производитель подвески, мы этих параметров не имеем. Мы только это можем либо на собственном опыте, если у нас есть, ну, либо как-то применять фирменный опыт подвески, но к этим китайским подвескам. Вот. Помимо статического СЭГа есть предварительное натяжение пружин, есть еще динамический динамик СЭГ. Это когда мы уже вместе с райдером замеряем вот это уже проседание мотоцикла вместе с райдером. Это тоже параметр очень важен. Он очень сильно характеризует, правильно ли подобрана жесткость пружин подвески под вес райдера. Потому что если мы настраиваем статик СЭГ, динамик СЭГ, меряем, у нас там вообще полная ерунда, значит мы можем смело сказать, что у нас пружины вообще не в вес райдера. То есть есть такой параметр. Я просто вам сейчас озвучиваю. Вы можете в интернете также почитать, посмотреть. Я не буду сейчас сильно забивать этим в голову. Это очень важные параметры, и на них тоже нужно обращать внимание. На сегодняшний день, что я могу сказать? Я единственное посмотрел, и что мог вам сказать, это у кого абсолютно не работает подвеска, и у кого хоть работает подвеска хоть как-то. Да, на сегодняшний день. То есть все, кто сегодня сейчас вот ездили, последние вот ребята по крышку, да, у вас подвеска, я могу сказать, как-то, но работает. Не скажу, что вам комфортно, либо правильно, неправильно. Я не могу вам так визуально сказать, у нас такие препятствия сегодня. Но она в целом у вас работает. Это уже неплохо. Потому что, помните, подвеска – это не только ваша там скорость, комфорт, там, удержание траектории, это еще и безопасность. Потому что даже китайская, но рабочая, исправная подвеска в какие-то моменты вас выручает, либо прощает вам некие ошибки. Потому что когда подвеска не работает, она вам не прощает, она вас наоборот еще усугубляет ваше положение, особенно если это не рабочий амортизатор. И зачастую на гонке, даже когда я стою зрителем и смотрю на какие-то препятствия, если помните 20 какой-то год, 4 сезона, на парке было 4 постоянно лежащих бревна, куда мотоцикл не помещался. Помните, да? Парень стоял и говорил, разойдись, блядь, и он все 4 пролетел. Да, так вот, я там травмировался, я сошел с гонки, я смотрел за как едут райдеры, и сразу я вижу, у кого была рабочая подвеска, у кого не была не рабочая. У кого была рабочая подвеска, но человеку не хватало умений проехать это препятствие, его подвеска вывозила. Она отрабатывала, он удерживался на мотоцикле, он не изменял почему-то траекторию, и он доезжал криво, косо, но подвеска ему это прощала.
А были ребята поопытнее, я знаю, что они поопытнее, но у них подвеска не работала. И она им это не прощала. И сразу закрещивала, выкрещивала, и не застревали в этих бревнах. Это тоже очень немаловажный момент. Да, подвеска вам рабочая не принесет вам тумбу или еще чего-то, но она вам даст безопасность, контроль и комфорт. Всем спасибо, всем пока. Ура! Я знаю точно, когда я ехал расслабленно, у меня ни хера не получалось. Когда я начал более жестко что-то делать, я понимаю то, что получается подвеска слишком жесткая. Когда ты едешь как сам как вата, значит она слишком... Ну, Тут еще очень много зависит от техники проезда препятствий. Ее тоже нужно тренировать. Когда вы начнете тренировать по технику, если я, например, буду видеть, что ты по технике все делаешь правильно, у тебя подвеска не отрабатывает, значит, я понимаю четко, это вопрос в подвеске. Если я вижу, что ты по технике делаешь неправильно, ну я же не вижу, как подвеска работает. Я ничего не могу. Я ноги начинаю грузить в амортизатор, как бы, Да. начинается Да. езда, как бы. Если ты просто как вата начинаешь пытаться Да. переехать, в надежде, что она под тобой все Да, сделает. она ты ничего не летишь сделает. слишком, Да, как бы, она ничего не сделает. сделает. Да. Вот у кроссмена хорошо получается по технике, у Юры вообще красавчик получается. Вот. Тренер. Видно опыт, да. И у Гены получалось. Пару раз прилет, но видно, что и техника у тебя есть. И Я не я, если не прилет. Да. Поэтому всем добра, любви и эндуро. Поехали блины жрать. Давай. Да, готовы?